Мир окаменелости — это удивительный архив прошлого, который бережно сохраняет сведения о Земле из далекого прошлого. Эти древние останки — не просто каменные следы, а настоящие элементы времен, когда жизнь была совсем иной. От твердых тканей, таких как кости и панцири, до редких фрагментов мягких тканей, каждый из них открывает тайны, которые наука продолжает исследовать. Не все существа оставляют нам свои останки. Условия их сохранения — сложный процесс, зависящий от размеров, состава тканей и среды, окружающей их. Крупные ископаемые, богатые белками, создают условия для медленной минерализации, позволяя нам увидеть обитателей кембрийского периода, времени, когда Земля населена удивительными морскими организмами около 540 миллионов лет назад. Несмотря на достижения науки, окаменелости еще таят множество неразгаданных загадок. Бывают случаи подделок и неверных интерпретаций, как история с тридентиносавром, чьи останки частично оказались раскрашенными артефактами. Но современные технологии, такие как микросенсоры и ДНК-анализ, помогают приоткрыть затвор века, предоставляя новые данные о жизни миллионы лет назад. Каждая находка — это как страница истории, рассказывающая о сложной эволюции и адаптации. Пока мы исследуем прошлое, не исключено, что впереди нас ждет еще больше удивительных открытий, которые раздвинут границы наших представлений о мире, населенным не только динозаврами, но и многими другими загадочными существами. И где-то в этих глубинах истории кроется сюрприз, способный перевернуть наши знания. Необъяснимые следы. В Австралии на территории школьного двора в Квинсленде произошла уникальная находка — следы динозавров, датируемые ранним юрским периодом. Эти отпечатки принадлежат небольшому двуногому травоядному динозавру Anomopus scambu. Они дают нам редкую возможность узнать больше о жизни и повадках этих существ, живших миллионы лет назад на территории современного континента. Австралия в мезозое была населена разнообразными динозаврами, и следы, найденные сейчас, не только подтверждают это, но и открывают окно в прошлое. Хотя эти находки и принадлежат сравнительно мелким или средним по размеру динозаврам, они позволяют наглядно изучать их социальное поведение, миграционные маршруты и взаимодействие с окружающей средой. Исследования также включают обнаружение останков мегарапторид и кархародонтозавров в Виктории, показывая, что динозавры могли мигрировать по древнему континенту Гондвана. Это важно для палеонтологов, так как миграция динозавров через континенты подразумевает сложные экологические и климатические изменения. Такие открытия не просто увлекательны, они доказывают, что следы прошлого могут рассказать гораздо больше, чем мы ожидаем. Знания, которые мы получаем от этих окаменелых находок, помогают расширить картину мезозойской жизни. Исследователи продолжают искать и открывать новые свидетельства, что приводит нас к еще более загадочным и удивительным перспективам изучения мира динозавров. И вот за горизонтом маячит новое открытие, которое может вызвать не меньшее волнение и желание разгадать тайны нашей планеты. Загадка исчезновения. Мир динозавров таит одну из величайших загадок — их внезапное исчезновение. Несмотря на множество исследований, эта тема до сих пор воодушевляет и вызывает споры. Наиболее обоснованной теорией считается воздействие астероида, который около 66 миллионов лет назад обрушился на Землю, оставив гигантский кратер Чиксулуп в Мексиканском заливе. Удар вызвал колоссальные выбросы пыли и частиц в атмосферу, приведшие к так называемой ядерной зиме. Солнечный свет был блокирован, и экосистемы оказались в хаосе. Но астероид — не единственный фактор. В то же время происходили многочисленные вулканические извержения на территории нынешней Индии, известные как трапы Декан. Они вызывали выбросы газов, способных перераспределять климатические условия, создавая кислотные дожди и усиливая экологические потрясения, уже начавшиеся после удара астероида. Некоторые ученые предполагают, что именно взаимодействие этих катастрофических событий было смертельным для динозавров. Это открывает перед нами поразительное полотно того, как многомерные причины могут привести к такому масштабному вымиранию. Это событие показывает, насколько хрупка жизнь на Земле перед глобальными катаклизмами. Таким образом, в исчезновении динозавров скрыт урок не только о непредсказуемости природы, но и о ее невероятной способности к восстановлению. Ведь следующее масштабное явление после вымирания — это взлет эры млекопитающих. Какие еще тайны из прошлого могут хранить следы мезозойской эры? Когда видишь картину из скелетов невиданных существ, всегда задаешься вопросом: что же будет дальше? Необычные аномалии. Представьте себе окаменелости, которые, казалось бы, не должны существовать рядом. В известной локации в Гренландии палеонтологи обнаружили следы древних рыб мезозойской эры, которые, по мнению ученых, были перемещены туда водными потоками из ранее существовавших мест. Такие явления объясняются вторичным захоронением. Процессом, когда окаменелости переносятся из их первоначального местоположения. Величайший интерес вызывают останки динозавров, где удалось обнаружить следы мягких тканей.
Например, в Северной Америке у фишкагона была найдена окаменелость с хорошо сохранившимся коллагеном, что стало настоящим прорывом. Как могли эти белки избежать разложения на протяжении 65 миллионов лет? Ответ кроется в особых условиях захоронения, таких как быстрая минерализация и отсутствие кислорода, которые идеально сохраняют биологические структуры. Наряду с этим, некоторые слои сохраняют уникальные структуры, свидетельствующие о геологических изменениях, таких как тектонические сдвиги. Эти появления, хоть и кажутся невероятными, приносят незаменимые данные для понимания прошлого Земли. В Австралии, например, находка опаловых окаменелостей потрясла научное сообщество не только из-за их красоты, но и благодаря уникальности условий их образования. Такие открытия склоняют нас пересмотреть привычные представления и продолжать исследование недр Земли. Где-то в этих окаменелостях среди кажущихся обыденными слоев и находок прячется ключ к новому этапу понимания эпохи динозавров. Но что, если нам удастся найти связь между этими феноменами и понять, как они могут изменить существующие научные теории? Мистический облик. Представление о внешности динозавров много противоречивого. Но на самом деле современные исследования показывают, что многие динозавры действительно могли быть окрашены в яркие цвета. Особенно это касается видов, близких к птицам. Исследования окаменелости с сохранившимися пигментами и структурой перьев подтверждают, что таких динозавров вполне можно было бы назвать экзотическими. Пестрые гребни и яркие оттенки могли использоваться для сигнализации и привлечения партнеров, и это уже общепринятый научный консенсус. Что касается теплокровности, это не просто гипотеза, а также поддерживаемый факт для некоторых групп динозавров, особенно тех, что относятся к тероподам. Однако идея быстрой регенерации покоится на спекуляциях без серьезных научных доказательств. Интересно, что некоторые представители динозавров, такие как троодонтиды, действительно характеризуются высоким соотношением мозга к телу, что соотносимо с современными птицами. Такие находки дают основания полагать, что интеллект некоторых видов может быть недооценен, однако пока что это не идет в сравнение с млекопитающими. Важно помнить, что образы о стелезаврах с крымовыми шерстистыми поверхностями не имеют подтверждений в палеонтологии и относятся скорее к художественным фантазиям. Настоящие палеонтологические открытия продолжают добавлять новые детали в картину древней жизни, опираясь на научные методы, а не на спекулятивные идеи. Когда речь идет о динозаврах, факты могут поражать не менее, чем выдумка. Ведь в каждом новом слое Земли скрываются бок о бок и свидетельства реалий, и грандиозный потенциал для новых открытий, которые вдохновляют нас находить связи между эпизодами истории и новыми научными прорывами. Живое наследие. Птицы невероятно, но они и есть динозавры в биологическом понимании. Сегодня мы видим потомков тероподных динозавров в каждом парке, каждом саду. В то время как остальные динозавры исчезли 66 миллионов лет назад, птицы сумели не только выжить, но и эволюционировать, становясь настоящими живыми динозаврами нашего времени. Однако крокодилы, хотя и часто называют их живыми динозаврами, представляют иную группу архозавров, древних родственников динозавров. Эти суровые рептилии с их острыми коническими зубами и мощными челюстями сохранились почти без изменений с тех давних времен. Их линия отделилась от динозавров задолго до появления последних, и они являются настоящими живыми реликтами эры динозавров. Представьте современные поведения, вроде миграции или социальной иерархии, которые мы наблюдаем у птиц, возможно, имеют свои корни в мезозойской эпохе. Пусть это и основано на ограниченных находках и предположениях, но идея захватывает. Возможно, некие повадки были унаследованы с тех давних пор, еще от общих предков. Каждый раз, когда мы смотрим на птиц или даже на величественных крокодилов, мы видим прямых потомков древнего мира, разные ветви архозавров. Птицы остаются единственной группой динозавров, дожившей до наших дней, а крокодилы показывают, какие непостижимые тайны могут хранить линии, пережившие миллионы лет. Но как эти свидетельства переплетены в великой книге эволюции и какие еще загадки таит в себе прошлое, это только начало огромного пути исследований и открытий. Послание из прошлого. Аргентинская Патагония стала настоящим сокровищем для палеонтологов. Здесь были найдены впечатляющие останки нового вида динозавров — Сидерсаура марай, травоядного с невероятно длинной шеей. Эти находки показывают, насколько разнообразными и адаптивными были древние обитатели нашей планеты. Вдобавок к этому, титанозавры позднего мелового периода оставили значительное наследие, выступив настоящими гигантами того времени. А теперь перенесемся в солнечную Южную Африку.
Недавно здесь были найдены следы динозавров, сформированные около 140 миллионов лет назад. Эти следы, в которых отпечаталась жизнь мезозоя, сохранились в отложениях Западного Кейпа, предлагая нам не только доказательства присутствия динозавров, но и их повадок и миграционного поведения. Теперь поговорим о величайшем в мире месторождении отпечатков динозавров — Каль-Орка в Боливии. С тысячами следов более 15 видов, включая анкилозавров и титанозавров. Это место показывает, как переплетались разнообразные жизни. Эти следы не просто отпечатки на камне, они представляют собой целые повествования о миллионах лет эволюции, демонстрируя, как динозавры обитали и взаимодействовали друг с другом. Каждый из этих следов является важной страницей в книге истории, приглашающей нас проникнуть глубже в прошлое и понять, какие тайны может хранить эта могучая эпоха. Перед нами еще много загадок, которые ждут разгадки, готовые расширить наши познания о мире динозавров. И все это лишь часть великой истории, в которой спрятаны ответы на вопросы, которые мы только начинаем задавать. Древние легенды. Мифы о драконах в Китае, возможно, вдохновлены находками крупных ископаемых костей. Драконы — это символические существа, сочетающие элементы различных животных. Некоторые ученые предполагают, что древние китайцы могли использовать находки ископаемых как основу для своих представлений о драконах, но это лишь одна из гипотез, которая не является бесспорным фактом. Громовые птицы коренных североамериканских племен олицетворяют миф о гигантских птицах, контролирующих молнии и бури. Хотя подобные легенды являются мощным элементом культуры этих народов, они не имеют четкой связи с палеонтологическими находками динозавров. Это скорее отражение взаимодействия с природными явлениями, нежели результат видения ископаемых остатков. Средневековые европейские хроники полнятся рассказами о драконах и гигантах, и действительно найденные большие кости иногда связывали с мифическими созданиями. Хотя термин «динозавр» был введен только в середине XIX века, ранее люди могли интерпретировать находки костей как остатки существ из легенд. Стоит отметить, что в ряде регионов мифы могли возникать именно в тех местах, где впоследствии обнаружили ископаемые окаменелости, хотя таких совпадений не так много, как может показаться. Эти легенды, объединяющие историю и фантазию, продолжают вдохновлять людей и сегодня. Возможно, новые открытия дадут еще больше оснований для новых интерпретаций, открывая перед нами завесу на тайны древних времен. В итоге мифы и научные знания переплетаются в динамичную картину мира, где реальность и фантастика идут рука об руку. Секреты ДНК. Вопреки распространенному мифу, до сих пор ученым не удалось извлечь полноценную ДНК динозавров из окаменелостей. ДНК — крайне деликатный материал, разрушающийся за несколько миллионов лет, но палеонтологи с энтузиазмом изучают белки и молекулы, которые все еще могут сохраняться в древних находках. Хотя это далеко от фантастики с возрождением динозавров, каждое такое открытие приближает нас к более глубокому пониманию мира древних гигантов. Молекулярная палеонтология сегодня активно изучает, как можно проследить эволюционную историю динозавров и их потомков — птиц. Благодаря находкам белков мы можем строить гипотезы о цвете, текстуре перьев и даже особенностях обмена веществ, что добавляет детали к выжженной скелетной картине прошлого. Исследование древних белков также позволяет понять, какие заболевания преследовали динозавров, помогая связать явления вымирания с биологическими изменениями. Современные научные открытия открывают перед нами новые горизонты. Фрагменты древних молекул, подобно кусочкам мозаики, складываются в картину, рассказывающую о жизни и эволюции. И хоть воссоздание динозавров остается лишь мечтой, генный анализ демонстрирует, как наука может пролить свет на загадки миллионов лет. Каждый фрагмент — это бесценная подсказка, сохранившая в себе частицу давно ушедшего мира. В этом напряженном поиске есть нечто большее, чем просто расшифровка прошлого. Он открывает новые главы понимания о том, каким образом древние существа формировали биологическое разнообразие Земли. Необъяснимые явления. С незапамятных времен люди сталкивались с гигантскими костями и челюстями, превращая их в легенды о мистических существах. Так, в Азии и Европе, когда находили черепа древних животных, это вдохновляло на рассказы о драконах и великанах. Например, первые найденные челюсти пещерных медведей стали основой для легенд о циклопах, а кости крупных хищников создавали образы могучих драконов. Это говорит о том, как в разные эпохи люди старались объяснить непонятное, связывая реальные останки с мифическими существами. Наука подтверждает, что многие легенды берут начало из ископаемых. Например, изображения драконов в культурах Восточной Азии часто вдохновлены находками окаменелостей крупных динозавров, напоминая о том, что мифы — это не только воображение, но и попытка истолковать увиденное.
Это интересное столкновение фактов и фантазий обогатило культурное наследие многих народов. Однажды при раскопках была обнаружена массивная челюсть, и вскоре местные жители связали ее с хранителем гор. Здесь важно разграничить культурные интерпретации и научные факты. Такие легенды– плод воображения, а не подтвержденные наукой явления. Исследование этих находок помогает понять, как прошлые культуры осмысливали мир вокруг себя и формировали свои верования. Современные технологии позволяют нам более точно интерпретировать прошлое. Огромные скелеты, которые когда-то были основой мифов, теперь рассказывают истории об ушедших эпохах. Хотя суеверия и мифы продолжают влиять на восприятие, научные исследования четко отделяют сказания от реальных знаний. И как только мы одолеваем одно загадочное открытие, вслед за ним идет новое, расширяющее наше представление о мире древности, сохраняя связь между наукой и историей, которая продолжается и по сей день.